Дилеры и АвтоВАЗ просят и даже требуют повысить налог на машины старше 15 лет, чтобы россияне больше покупали новые. Я подготовил 3 причины, почему это не сработает. Но перед тем, как рассказать все подробности, прошу вас подписаться на канал и поставить ваш царский лайк. За это в конце с меня не смешной анекдот. Также переходите в наши Рутуб, ВК и Телеграм каналы. Если вам кажется, что на дорогах стало слишком много новых китайских кроссоверов, Chery, Haval, Geely, значит вам просто кажется. Потому что в действительности подавляющее большинство автомобилей в России это вовсе не свежепригнанные иномарки, а машины, которым уже давно пора на пенсию. Последние данные говорят о том, что средний возраст личного автомобиля в стране превышает 15 лет. Это значит, что вместо блестящего кроссовера у россиянина чаще всего под окном стоит Lada Kalina или Ford Focus 2008-2009 годов выпуска. И это в лучшем случае. На таких авто ездит большинство тех, кто вообще может себе позволить личный транспорт. А ведь и таких становится все меньше. И понятно, что такая ситуация совсем не радует автодилеров. Они бы, конечно, хотели, чтобы автопарк омолаживался и чтобы россияне приходили в салоны за новыми машинами, не забывая оформлять кредит, страховку и набор допов. Но реальность идет вразрез с их ожиданиями. Вот и глава Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подчеколдин недавно выдал серию предложений, как подтолкнуть граждан к покупке новых автомобилей. РАД уже разрабатывает законопроект, согласно которому для всех машин старше 15 лет предлагается увеличить транспортный налог. Скажем, не кардинально, с 10 до 15 тысяч рублей. Мол, это и не обременительно и мотивирует на обновление. Плюс к этому дилеры предлагают ввести обязательный техосмотр дважды в год для возрастных авто, якобы ради безопасности на дорогах. Ну и в качестве положительного стимула программа утилизации. Если пригоняешь свою старую развалюху и сдаешь ее в утиль, тебе обещают скидку в 300-400 тысяч рублей на новую машину. Звучит как некое равновесие, палка и пряник. Но стоит ли ожидать, что россияне действительно кинутся менять свои авто на новые, стоит только увеличить налог на 5000 рублей? Позвольте усомниться. Я уверен, не кинутся. Причины просты, понятны и их легко сформулировать. Первое и главное, у большинства просто нет денег. В последние годы цены на автомобили выросли почти вдвое. Еще в 2021 году можно было купить Ладу Весту с вариатором, зимним пакетом и кучей приятных опций примерно за 900 тысяч рублей. Сейчас такая же машина будет стоить как минимум 1,5 миллиона. А если посмотреть на китайский сегмент, то Haval Jolion в приличной комплектации потянет уже на все 2 миллиона. Вот и выходит, что чтобы поменять старенький Focus на что-то свежее, нужно откуда-то достать миллион с лишним. Но откуда? Даже трейд-ин не спасает. За тот же Focus 2008 года предложат от силы 300-400 тысяч, а дальше тупик. А для тех, кто планирует сэкономить до 40% на покупке автомобиля, используя лазейку в утильсборе, рекомендую обратиться в Hotcar Online. Ребята поставляют автомобили с аукционов Японии и внутренних рынков Южной Кореи и Китая с полным набором услуг от поиска и покупки до отправки, оформления и доставки в ваш город. Hotcar берет на себя подготовку всех документов, перевозку на судне, растаможку, ГИБДД, а вы получаете автомобиль, готовый к эксплуатации. Ознакомьтесь с базой отзывов и рекомендаций от клиентов, с которыми уже пройден этот путь. Контакты и ссылки оставил под видео, пишите или звоните, и вам рассчитают стоимость понравившегося автомобиля и расскажут, как получить выгоду до 40% с рынком РФ. А мы идем дальше. Вторая причина низкого спроса на машины от дилеров – смешная эффективность предложенной меры. Допустим, налог вырастет на 5000 в год. И что, это побудит кого-то выложить миллион, которого у него нет? Самое странное, что это действительно преподносится как экономическая мотивация. Как будто у человека просто не было повода заменить машину. А тут на тебе целых 5000. Абсурд.
Третья причина. Пресловутые техосмотры. Да, 2 раза в год проходить ТО неприятно, но уж точно дешевле, чем выкладывать 2 миллиона на новую машину. А как проходит ТО в России, мы с вами тоже знаем. Бумажку можно получить без особых проблем, если сильно надо. Это ведь не реальная забота о безопасности, а очередной повод обложить налогом и собрать плату. Что до причин, по которым вообще возникли такие инициативы, тут все понятно. Дилеры сидят с полупустыми залами и складскими запасами машин, которые никто не покупает. При этом расходы растут, аренда, зарплаты, налоги – все это никто не отменял, а покупателей все меньше. Поэтому и появились идеи как-нибудь простимулировать спрос. Правда, в качестве рычага почему-то снова выбрали наказание, а не реальное снижение цен. Не упрощение кредитования, не расширение госпрограмм. При этом сама идея утилизации хорошая. Если государство действительно готово доплачивать по 300-400 тысяч за сдачу старой машины, это может сработать. Такой механизм был бы логичнее и справедливее. Но все остальное попытка прикрыть интересы дилеров под видом заботы о безопасности и экологичности. Так что, господа, решать, конечно, вам. Но лично я не верю в то, что за счет увеличения транспортного налога можно заставить кого-то побежать в автосалон за новым автомобилем. Это не стимул, это попытка выжать из людей то, чего у них просто нет – деньги. А пока реальный доход населения остается на месте, а цены растут, автопарк в России будет стареть дальше. И никакие законы это не изменят. Жду ваши мысли в комментариях, как считаете, повышение налога что-то изменит? Или может просто очередная попытка переложить вину на автовладельцев? И хочу затронуть еще одну тему. Если понравится материал, дайте знать в комментариях, и я сделаю большой выпуск на эту тему. Так вот, в новом проекте стратегии повышения безопасности дорожного движения в России поднимается вопрос о механизме контроля допуска водителей старшего поколения за руль. Как говорится в документе, в период с 2017 по 2024 годы количество ДТП по вине водителей в возрасте 60 лет и старше выросло на 25%. Такие водители наиболее часто становятся виновниками дорожного транспортного происшествия по сравнению с представителями других возрастных групп. Кроме того, на лиц старшего поколения приходится более трети всех погибших пешеходов и велосипедистов, говорится в документе. По оценке авторов, в перспективе ожидается рост числа водителей старшего поколения за рулем. Так, в 2030 году доля лиц в возрасте 60 лет и старше в общей структуре населения составит 25,8%, а уже к 2036 году этот показатель достигнет 27,7%. Как полагают автор стратегии, это обстоятельство повлечет за собой рост доли участников дорожного движения, являющихся более уязвимыми к совершению ДТП. Изложенное потребует адаптацию лиц старшего поколения к безопасному участию в дорожном движении, совершенствование механизмов определения их пригодности к безопасному участию в дорожном движении, в первую очередь в качестве водителей, а также развитие соответствующей инфраструктуры и конструкции транспортных средств, говорится в документе. Отметим, что речь идет о подготовленном МВД проекте указа президента РФ, который утверждает стратегию повышения безопасности дорожного движения на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Как отметили в пресс-службе МВД, в проекте содержится оценка современного состояния безопасности дорожного движения, на основе которой определены вызовы и угрозы на среднесрочный и долгосрочный период. Очередная операция прикрытия, когда для нормальной езды на машине нужно строить новые дороги, инфраструктуру, а можно просто сделать закон и часть граждан лишить возможности водить машину. В духе времени. Машины старше 15 лет – повышенный налог. Водитель старше 60 лет – дополнительные медицинские манипуляции. Кучно пошло. И что характерно, дополнительные поступления в бюджет. По ходу много чего еще будет придумано и внедрено. Следует признать, что демографическая политика государства провалилась полностью.
И доля работников старше 60 лет будет увеличиваться во всех сферах. Не сможет государство выжить без старшего поколения, но если только не завозить людей из дружественных стран. Ну и если быть последовательными, нужно перекрывать кислород во всех отраслях, где есть ответственность. Например, руководство чем-то. Но я, наверное, ошибаюсь опять. Пишите свои мысли в комментариях. Ну и обещанная мною шутка. Я отправил ей 15 килограмм мяса вместо 101 розы, а ее отец добавил меня в группу «Семья». А больше автоновостей, инсайдов и юмора вы найдете в наших Рутуб, ВК и Телеграм каналах, ссылки в описании.